Добрый день. Сегодня я расскажу, как попробовать Windows 11, не переустанавливая свою операционную систему. Для этого нам понадобится компьютер, желательно с 8 и более гигабайтами оперативной памяти. Образ операционной системы Windows 11. Ссылку на него я оставлю в описании. Программа виртуализации. Основные под Windows. VirtualBox. На ней работал нестабильно. Hyper-V. Она поставляется не для всех редакций операционных систем, и ее сложнее настраивать. И лучше, на мой взгляд, VMware Player. Ее можно скачать с официального сайта бесплатно. Включена виртуализация в BIOS. Обычно она включена. Если при запуске виртуальной машины появляется ошибка, то поищите в интернете, как ее включить на вашей материнской плате. В поисковике вводим VMplayer. Переходим на сайт VMware. Опускается в самый низ. Try Workstation Player. Нажимаем на Download Now. Запускаем скачанный файл. Нажимаем Next. Ставим галочку согласия с лицензионным соглашением. Next. 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 Install. Finish. Запускаем установленную программу и выбираем Use VMware Workstation Player for free for non-commercial use. Continue. Finish. Теперь Create a new virtual machine. Installer disk image file. Browse. Указываем расположение файла образа. Next. Выбираем Guest Operation System. Microsoft Windows. Version Windows 10. Next. Указываем имя виртуальной машины по желанию и расположение файлов. Next. Указываем максимальный объем памяти, занимаемый на вашем диске. После установки размер занимаемой виртуальной машины будет примерно 11 гигабайт. Next. Finish. Виртуальная машина создана. Теперь, если позволяют ресурсы вашего компьютера, вы можете добавить их в виртуальной машине, нажав Edit Virtual Machine Settings. В разделе Memory советую поставить 4 гигабайта оперативной памяти. Остальное на ваше усмотрение. Нажимаем ОК. И теперь можно запускать виртуальную машину нажатием Play Virtual Machine. Развернем окно, чтобы было удобнее. При появлении надписи Press any key to boot from CD or DVD кликаем левой клавишей мыши в центре окна и нажимаем Enter. Выбираем подходящие локальные настройки. Нажимаем «Далее». Установить. Выбираем «У меня нет ключа продукта». Выбираем интересующую вас редакцию. Далее. Ставим галочку согласия с лицензионным соглашением и нажимаем «Далее». Выбираем тип установки «Выборочная». Выбираем «Незанятое пространство» и нажимаем «Далее». Нажимаем «Перезагрузить» или ждем 10 секунд. Выбираем регион и подтверждаем. Выбираем раскладку клавиатуры и подтверждаем. Пропускаем. Английская будет установлена по умолчанию. Выбираем «Настрой для личного использования». Подтверждаем. Можете войти со своей учетной записью Microsoft или лучше выберите параметры входа. Автономная учетная запись. Пока пропустить. Введите имя пользователя. Лучше на английском и в одно слово.
Далее можете указать пароль. Далее можете выбрать параметры конфиденциальности или просто нажмите 4 раза «Далее». После того, как Windows 11 запустится, перейдите в меню VMware Player, Manage, Install VMware Tools. Теперь в окне Windows нажмите иконку проводника, выберите DVD, двойной клик по Setup 64, нажимаете «Да». Next, Next, Install. После завершения установки у меня большая часть окна с подтверждением оказалась вне поля отображения. Для того, чтобы увидеть ее, нажимаем правой клавишей мыши на рабочем столе и выбираем параметры экрана. Увеличиваем разрешение экрана. Если все хорошо, нажимаем «Сохранить». Закрываем окно настроек дисплея, нажимаем «Финиш». Появится окно запроса на перезагрузку виртуальной машины. Нажимаем «Yes». После перезагрузки настраиваем разрешение экрана, какое вам подходит. Сохраняем. И теперь можно пользоваться. Если у вас возникли вопросы, пишите в комментарии. Спасибо за просмотр. До свидания.